наш завод золота. И всем привет, с вами Кицунэ, и это Майнкрафт, бесконечный мир, глава 2, механизмы. Прежде чем мы приступим к нашей задаче на сегодня, подпишитесь на канал, поставьте лайк, посмотрите видеоролик хотя бы чуть-чуть, это поможет в продвижении канала. Да. Что у нас случилось? У нас случился крипер, который взорвал мне поезд. Мне здесь нужно проложить заново железнодорожный путь. Главное, что он не разорвал у меня эту, железнодорожную станцию, и то ладно. Но не это главное. Главное сегодня у нас на повестке дня не обычный завод, а именно завод золота. Мы сегодня будем строить завод по производству золота. Золота будет, много, я хотел бы сказать, но на самом деле немного. Всего-то каких-то несчастных 2 золотых слитка в час. Да, завод будет медленный, но помпезный. Поэтому я сейчас приду домой, и мы начнем, так сказать. Скажу, что для этого завода нам надобно. Чтобы сделать наш завод железа, мне понадобится 2 фильтра предметов, 2 стака парусной ветряной мельницы, 2 механические дрели, нам понадобится подшипник ветряной мельницы, 6 линейных шасси, 5 латунных шлюзов, 1 латунный туннель, потом весовая катапульта, 3 жернова, 3 желоба, 1 чаша, потом цепной перевод в корпусе 3, 1 механический пресс, 4 механических ремня, 2 дробильных колеса, 7 маленьких шестеренок, 2 большие шестеренки, потом 6 коробок передач, 2 вентилятора в корпусе, много суперклея. Также для фильтра нам понадобится красный песок, мертвый куст, кремний, еще золотой слиток, а еще нам понадобится 2 ведра лавы и 2 ведра воды. Да, нам понадобится очень много предметов и очень много ресурсов. Для начала предлагаю нам сделать подшипник ветряной мельницы. Подшипник ветряной мельницы готов. Теперь нам нужно линейное шасси. Это андезитовый сплав и дерево, которого у меня сейчас в данный момент времени не очень-то и много. 6 линейных шасси готовы. Теперь идем к месту, которое будет будущим заводом нашего золота. Вот здесь мы построим завод золота. Чуть поотдаль от остальных заводиков. Ничего страшного. Я сделал суперклей для того, чтобы склеить, так сказать, наш механизм. Делаем бесполезный столбик. Ставим подшипник ветряной мельницы. Убираем бесполезный столбик. Теперь берем наше линейное шасси. Берем в правую руку клей. Выставляем. Получается, нам теперь осталось сделать только эти, паруса для ветряной мельницы. Мне нужно 2 стака. Напоминаю, 2 стака. Это очень много шерсти. Нужно запустить процесс изготовления дробильного колеса. Поэтому я сейчас выставлю рецепт и запущу, так сказать, нашу шайтан-крафтилку. Ну а пока у нас изготавливается дробильное колесо, нам нужно посмотреть, что мы еще можем прямо сейчас здесь сделать. Мы можем сделать пока коробку передач 6 штук. Это не очень дорого и не очень долго. Так, наши дробильные колеса изготовились. Забираем их. 6 коробок передач готово. Также я еще забыл сказать, что нам нужен будет регулятор скорости вращения. Ну, вообще-то у меня уже был регулятор скорости вращения. Он стоял на моей паровой установке, то есть на паровом движке. Ставим здесь коробку передач, регулятор скорости, большую шестеренку. И ставим здесь вертикальную коробку передач. А теперь мне нужно будет цепной привод, в корпусе которого у меня нет, 3 штуки. Это у нас андезитовый корпус и кусочки железа. Цепной привод в корпусе готов. Теперь нужно будет сделать сейчас 3 жернова. 3 жернова готово. 2 механические дрели тоже готовы.
Выставляем цепной корпус в коробке и ставим на них 2 механические дрели. Ставим вот так вот 2 булыжника, а потом ставим 2 жернова. Теперь нам нужно еще сделать 3 желоба. 4 желоба готовы, но нам надо 3, но в крафте выдает 4. Под жерновами ставим 2 желоба. Ставим 2 вала, соединяем их механическим ремнем. Потом ставим 2 коробки передач и на них устанавливаем 2 дробильных колеса. Ставим здесь вал и отсчитываем 8 блоков. Ставим здесь второй вал. Теперь берем механический ремень и соединяем. А теперь для того, чтобы продолжить, нам понадобится еще 2 механических ремня. Нам понадобится весовая катапульта. Нам понадобится вентилятор в корпусе. Ну, нам, конечно же, понадобятся латунные шлюзы, где нужны электронные лампы. Сначала, наверное, сделаем весовую катапульту и вентилятор в корпусе. А также механический пресс и чашу. Чаша, оказывается, у меня уже была, а это означает, нам осталось сделать весовую катапульту и механический пресс. 2 вентилятора в корпусе готово. Механический пресс готов. Весовая катапульта готова. Осталось только фильтры, парус ветряной мельницы, ну и вот эти вот латунные шлюзы. 6 латунных шлюзов готово. И готово 2 латунных туннеля. У нас буквально остались только вот эти вот парусы ветряной мельницы и 2 фильтра. Наш завод золота заработает. Но прежде чем мы заставим работать наш завод железа, ставим здесь чашу. Здесь ставим латунный туннель. Здесь ставим жернов. Латунные туннели. Здесь ставим латунный туннель. Также здесь ставим латунный туннель. И здесь ставим латунный туннель. Вот здесь вот механическим ремнем увеличиваем это на 1. Для будущего я покажу, что нужно будет сделать. Берем весовую катапульту. Берем здесь, отмечаем. И устанавливаем сюда. Берем вал. Делаем вот так. Берем механический ремень и соединяем. Сюда ставим вертикальную коробку передач. А на эту вертикальную коробку передач ставим шестеренку, которую подключаем к жернову. Теперь делаем вот так и опять же соединяем с помощью механического ремня. Здесь ставим большую шестеренку. Здесь нужно поставить у нас, получается, механический пресс. На механический пресс ставим большую шестеренку и соединяем все это при помощи маленькой шестеренки. Вот так. Здесь внизу ставим маленькую шестеренку, потом берем валы и делаем вот так вот. Раз, два. И здесь точно так же 2 раза. А потом соединяем все это с помощью механического ремня. Нам еще нужно будет сделать каменные нажимные плиты для того, чтобы разметить для вентиляторов в корпусе. Нажимных каменных плиты понадобится 3 штуки. Мы их сделали, они готовы. Теперь берем вот так и расставляем их здесь так. Берем вентилятор в корпусе и ставим. Они должны смотреть вот так, в эту сторону. Здесь у нас будет вода, а здесь будет лава. Теперь нужно будет сходить за водой и лавой. Потом мне еще нужно будет сделать, получается, финальное 2 фильтра и парусы. Итак, я добыл все нам необходимое. 3 ведра воды, не 2, а 3 на самом деле. И 2 лавы. Здесь ставим лаву. Здесь ставим воду. Нам осталось сделать вот этот фильтр предметов и парус ветряной мельницы. Я вам добыл шерсти. 2 фильтра готово. Практически стак парусов я изготовил. Мне нужно еще немножечко андезитового сплава. У меня будет, я надеюсь, 2 стака парусов для ветряной мельницы. Так, у меня практически 2 стака паруса для ветряной мельницы, но это на самом деле должно хватить. Там нужно 120 ветряных парусов.
Итак, остались буквально последние штрихи. Все необходимое уже сделано, все выставлено. Осталось сделать из стекла. Да, именно стекла. Я подобывал песок и сделал стекло. Нужно здесь сделать небольшую выемку для воды и лавы. Потом поставить фильтры и запустить шайтан-машину, предварительно выставив все паруса как надо. Для начала выставляем стекло и делаем здесь небольшую выемку для воды. Разливаем здесь воду. Теперь эту воду нужно закрыть. После того, как закрыли воду, теперь выливаем здесь ведро лавы. Все, готово. А после того, как все это запустится, механические дрели будут добывать булыжники. Ну и, короче говоря, это стандартный генератор булыжника. Я, ребятки, кое-что забыл. Здесь нужно будет выкопать небольшую ямку. Поставить в эту яму двойной сундук. На эту яму поставить желоб. Чаши добавить латунный шлюз. Обратите внимание на эту стрелочку. Если стрелочка повернута так, то это неправильно. Стрелочка должна быть повернута прямо на желоб. Итак, у нас есть два фильтра. Нам нужно подготовить два списка. Один белый список, другой черный список. Я подготовил все необходимое для этого. Для этого нужен песок, красный песок, кремень, мертвый куст и золотой слиток. Также нам нужно будет в фильтры в латунные шлюзы добавить глину и терракоту. Делаем первый список, это черный список, красный песок и песок. Делаем второй список, белый список. Это у нас получается кремень, мертвый куст и золотой слиток. Ставим белый список сюда, а черный список ставим вот сюда. Теперь берем блок глины, берем терракоту. Здесь выезжает только блок глины, а здесь забирается только терракота. Как все это будет работать, я сейчас поясню. Когда механические дрели сломают булыжник, булыжник попадет в жернова. В жерновах булыжник переработается в гравий. Гравий в дробильных колесах станет песком. Потом вентилятор с водой обработает песок, и там появится комок глины. Комок глины соберется здесь. Механический пресс сделает из него блок глины. Блок глины выйдет здесь, его обработает вентилятор с лавы, он станет терракотой. Терракота пройдет в этот жернов. Здесь в жернове он станет красным песком. Весовая пластина закинет его сюда. Он опять обработает, и с 12% шансом здесь появятся кусочки золота. На выходе там уже получится слиток золота. Все это будет приносить по 2 слитка в час. То есть один слиток делается около 30 минут. Я забыл подключить эти жернова. Подключил я их с помощью шестеренок и цепного привода в коробке. Теперь мне осталось поставить только паруса для ветряной мельницы и включить наш завод. Я расставил паруса ветряной мельницы. Мне их, конечно, чутка не хватило, но это не важно. А еще кое-что я забыл здесь сделать. Я забыл вот здесь вот поставить вертикальную коробку передач. Там ее вот в таком положении. Здесь вот так вот ничего не должно быть. Ну, короче говоря, да. А теперь запускаем наш механизм. Наш завод золота. И как можно видеть, все работает. Работает очень прекрасно. Как я уже и сказал, вот здесь вот обрабатывается песок. Этот песок станет комком глины, который в чаше станет блоком глины. Потом он обработается в терракоту. В жернове он перемолится в красный песок. И весовая пластина его опять вкинет в начало, где он снова обработается. С 12% шансом мы получим кусочки железа, которые потом станут слитком золота. Ну а с вами был Кицуне Плей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите видеоролик и пишите комментарии. Это поможет в продвижении его вверх. Еще услышимся. С вами были Заводы.